Привет, друзья! В связи с тем, что вот этот вот субъект, назовем его так, убеждающий на протяжении последних нескольких лет всю мировую общественность, что несчастная Сара по постоянке вот так вот сильно ворует у общей ООС глубину петлевого усиления на низких частотах. Так вот, после того, как я развенчал эту его шизуху, и он получил полную фиаско, причем даже после того, как я заставил таки его исправить косяки в моей схеме, которую он специально ввел, он специально уменьшил в 100 раз C2 и C3 в моей схеме и поставил не туда, куда надо, пробник Тиана. И тогда всем показывал, что у меня где тоже вот эта вот моя Сара по постоянке ворует петлевое. Но после того, как он исправил все эти ошибки, он и сам убедился, что Сара ни у кого ничего не ворует. Так вот, он после этого быстренько переобулся и переключился на следующую свою, значит, тему, то, что у него самая лучшая пиковая дама. Ну, то есть, в смысле, в его фонокорректоре монолит, который мы сейчас рассмотрим, входная емкость всего 1,2 пикофарада, в то время как у меня, как он выражается, несусветная 26 пик. Да? Хорошо. Надо сказать, что я знаю этот шиповник с подвозбудом, вот этой его платы, еще с тех пор, 2 года назад с лишним, как он назывался не монолит, а стандарт, и был разработан Юрием Бедранем. Еще тогда я показал, что эта вот схема имеет шумы на 6,5 дБ больше, чем мой Су 21 век. Это во-первых. И во-вторых, что он находится на грани возбуждения. Те, кто понимают, что такое вот эти диаграммы с датчиком Тиана в правильном месте, те понимают, что вот 180 градусов и запас по амплитуде отсутствует как класс. Наоборот, вон 47 дБ. Ну, а запас по фазе, в принципе, неплохой, да. Но запас по амплитуде равен нулю. Вон, FCH выпрыгивает за 180 градусов. Ну, об этом вы можете посмотреть подробно в моем видео, который был снят 2 года назад. Вот его координаты. По этой схеме хочу только обратить ваше внимание на 2 элемента. Это первое, то, что наконец-то он поставил на входе 200 килоом. Раньше у него год назад было 75 и 47, а вот в 2024 уже 200 килоом. Ну, на 50 килоом больше, чем у Сухова 150 килоом пассивная охлажденка с 2021 года. А вон у него 200 килоом, лучше, чем у Сухова на 50 килоом. Это первый момент. Второй момент. На входе 15 пик C1. То есть даже если у тебя сама вот эта схема имеет, как он убеждает, свою пиковую даму на 1,2 пикофарады, вот эти транзисторы, так 15 пик есть еще на входе.
Ну и на будущее еще интересный один момент. C3 это в земляной ветке РИА цепочки. Цепочки РИА-ОС. 100 микрофарад пока что. 100 микрофарад. Запомнили? Ну и хорошо. Двигаемся дальше. Значит, это предшественник монолита. Давайте посмотрим ретроспективу монолита. Где тут у меня она? Ага, вот она. Апгрейды. Вот. Вот это монолит 24 года, это монолит 26 года. В монолите 24 года что сделал наш СМЕРШ смешного? Ну, во-первых, вернул входной резистор 200 килоом, который у него был, на 150, как у Сухова, точка, так, и уменьшил конденсатор входной емкости. Было 15 пик, стало 5 пик. Дальше. Значительно усложнил входной каскад. Он поставил по 2 в параллель JBFE 862, потому что если оставить по одному, то будет на 6,5 дБ хуже, чем у Сухова шумы. А если 2 в параллель запанделить, то это будет всего на 3 дБ хуже, чем у Сухова. Так, дальше. Увеличил емкость конденсатора земляной ветви РИА-ОС. То было 100 килоом, стало 1 миллифарада или уже 1000 микрофарад. И, наконец, в питании его вот этого каскода улучшенного вот этой вот цепочечкой, которая называется, как он там умно придумал, давайте-ка смотреть. О, видите, слежение. Вот это у него в слежении, вот в этом вот, был только один транзистор и 2 светодиода. А сейчас, смотрите-ка, в слежении, во-первых, вот этот вот непонятный источник, батарейка, что ли, на 4 вольта. Но он убеждает, что тут у него годится поставить парочку синих или белых светодиодов. А так смотрите, вот тут вот какая красота. 1, 2, 3, 4, 5. 5 транзисторов в генераторе, который питает вот эти вот база этих 2 транзисторов. Вот так вот он питается. Вот берет сигнальчик с истоков входных полевичков, вот так вот раз, загибается и идет вот сюда. Ну, по постоянке все красиво выглядит, да? Вот. Но, ребята, мы немножко забываем, что вот эти все транзисторы, 1, 2, 3, 4, 5, они, в общем-то, шумящие тоже. И мы запандюрили в входной каскад 5 шумящих транзисторов вот сюда. Оно-то, конечно, сейчас мне Жуковский возразит, что у меня ж тут оно приходит на базы вот этого и этого транзистора, а это же diff-каскад. А на 2 выходах diff-каскада этот шум как бы компенсируется. Да, теоретически да. А практически из-за разбросов вот этого транзистора с вот этим транзистором и вот этого резистора с вот этим резистором полная компенсация шумов, а тут они, можете просчитать, достаточно большие. Полная компенсация шумов, вот этот операционник, который дифференциально снимает сигнал отсюда и отсюда, он уже не выполняет, потому что у нас перекособоченный немножечко diff-каскад.
из-за реальных различий вот этого транзистора от этого и вот этого резистора от этого. То есть тот выигрыш, который может показаться, он ликвидируется. Вы не будете ставить сюда 0,1% значит, резисторы и специально отобранные вот эти вот транзисторы. Кто будет ставить, может бросить в меня камень. Ну вот. Это что касается монолита 2024. А что же мы смотрим в монолите 2026? Батюшки, смотрите-ка. Вот эта красота, шумящая, таки выброшена. Нету ее. Один транзистор опять, и все. Это один. Этот самый потом, где же вот эта емкость 5 пикофарад? А тут ее вообще нету. Ну и, наконец, самая вишенка на торте. Посмотрите вот сюда. C9 10М. 10 миллифарад. Или 10 тысяч микрофарад. Красивенько. Ой, Господи. Ну и, наконец, это самое, вернемся сюда. Тут у нас был операционник 157OD2. Еще из советских времен, да? А здесь Жуковскому таки стало совершенно, ну, как говорится, стыдно, да, за такую допотопную комплектовку, как у него даже в 24 году. Он посмотрел на Сухова и поставил на входе мои, ну, в кавычках мои, это я первый их в 2021 году применил, GFE 2140 на входе. А в качестве операционника, угадайте что? Вот, OPA 192. Хотя 2 года назад, что нам говорил сам Жуковский про GFE 2140 и OPA 192, что нет смысла применять GFE 2140. Вот, GFE 2140 стоит, нет? Нет, и смысла нет. Жуковский. Когда? 15 мая 2024 года. А что он нам поет в, значит, 26 году? Пожалуйте бриться. GFE 2140 и мой операционник, который тоже у меня в Сарах стоит, кстати. OPA 192. Вот так быстренько наш СМЕРШ переобулся. Смешно? Мне тоже. Ну и, наконец, последнее из тех новшеств, которые есть в 2026 году по отношению к 2024, это вот эта вот цепочечка. Посмотрите-ка. R16C13. Видите, да? А откуда она взялась? Как вы думаете? Тут ее нету. А тут она есть. А что это за цепочечка? Ну-ка. Вспомнили? Вот она. Видите, да? Это моя, как говорится, запатентованная Т-образная цепочечка, формирующая четвертую постоянную времени 7950 микросекунд. Вот она. Это
Николай Сухов, Владимир Байло, журнал «Радио», номер 3, 1981 год. Опа, видите, да? Вот так. Правда, Витя в целях конспирации не указал на вот этой своей схеме ни R16, ни C13. Ну, чтобы все подумали, что это одна пика, а это 100 мегом. Но, господи, в другом-то месте эти данные есть. Вот смотрите, 1 микрофарада и 33 килоома. То есть это явно низкочастотное постоянное времени. Правда, она тут совсем безграмотно рассчитанная. Почему? Потому что C13 1 микрофарада это еще близко к требуемому, а R16 33 килоома это намного больше, чем надо, для того, чтобы постоянное времени этой цепочечки была равна 7950 микросекунд. Посмотрите, что было у Сухова. 0,47 и 16. Умножьте это. Получите 8000 микросекунд. Ну, практически 7950 микросекунд, как и требуется по стандарту MEC 60098. Четвертое постоянное время, Тау-4. А что мы смотрим в монолиде? 1 умножить на 33 тысячи микросекунд вместо 8000. 303 это слишком неправильно. Согласны со мной? Ну что, давайте теперь быстренько рассмотрим 4 пункта из схемотехнических подробностей. То есть развенчаем вот эту вот сказку про детей, про 1,2 пикофарады у монослита, или сказку Жуковского про его пиковую даму. Итак, смотрите, что такое мои 25 пик входной емкости моего фонокорректора СУ-21. Это 12 пик емкости сток-затвор полевика GFE 2140 под отшиту фигура 617. Давайте посмотрим. Вот эта страничка даташита. И вот смотрим, при напряжении сток-затвор 9 вольт, наша емкость 12 пикофарад. Как и положено. Смотрим дальше. Читаем. Что же у меня... Ну, то есть, я имею в виду, что у меня не 17 пик, как сказал Жуковский, потому что он процитировал данные из даташита для напряжения стока 0 вольт. Там действительно 17 пик получается. А у меня 9 вольт. Поэтому у меня только 12 пик. Но это же не все. Потому что у меня фонокорректор стоит в подвале вертушки. То есть к входной емкости, собственно, фонокорректора приплюсовывается обязательно еще и емкость тех проводочков, которые внутри тонарма. Это 13-15 пик типично. У меня 13 я замерил. Значит, вот и получается, что 12 пик плюс 13 у меня получается 25 пик. Как я и декларирую в параметрах моего фонокорректора. А что же у нас у монолита?
А что же у нас получается с входной емкостью фонокорректора монолит? Здесь действительно применена заимствованная из высокочастотной схемотехники так называемая схема слежения. В чем ее суть? В том, что входной сигнал вот на затворе вот этого транзистора U1, этот входной сигнал проходит как бы не основную свою петлю, смотрите как, с затвора как на исток, как истоковый повторитель первый, и потом через второй истоковый повторитель на J2 приходит на сток того же самого транзистора. То есть задумка какая? У меня вот тут появляется какое-то напряжение, оно повторяется один раз, и потом повторяется второй раз, и приходит на сток этого же самого транзистора. А что это значит? Что если у меня сток и затвор находятся под одним и тем же напряжением и под одним и тем же потенциалом по переменке, это значит, что вот эта емкость, затвор, сток этого транзистора как бы компенсируется. Поняли, да? То есть у меня входной сигнальчик вот так вот тут сюда прошел, тут повторился и пришел сюда же. И тут одинаковое напряжение. И конденсатора вот этого вот, который паразитная емкость, затвор, сток, ее как бы, она вроде и есть, но ток через нее не течет, потому что обе ее обкладки под одним и тем же напряжением. Ну, хорошая идея, она давно известна, используется в сверхвысокочастотной схемотехнике, в частности, сверхвысокочастотных осциллографах, и вольтметрах и так далее. Применена она и здесь. Но смотрите тут какие есть нюансы. Каждый из вот этих вот полевичков, являясь для этого сигнальчика, для вот этой вот петли, являясь истоковым повторителем, имеет совсем не единичный коэффициент передачи. Вот отсюда сюда коэффициент передачи равен 0,9. И отсюда сюда тоже 0,9. То есть вот отсюда сюда 0,9 и отсюда сюда 0,9. 0,9 умножить на 0,9 получается вот отсюда сюда 0,8. То есть 4/5. А что это значит? Что на самом деле сток не повторяет затвор, а только на 80% его повторяет. А это значит, что снижение емкости затвор-сток здесь обеспечено всего-то навсего во сколько вы посчитали? В 5 раз. То есть вот эти вот 15 пикофарад вот этой вот паразитной емкости у нас преобразуются в 5 раз меньше. 15 разделить на 5 получается 3. 3 пикофарады. С этим можно согласиться, ребята, что между затвором и стоком вот этой вот схемы монолита 3 пикофарады. Что я вот тут вот и отметил. Читаю, цитирую. У тебя в слежении между затвором входного полевика и его стоком прикручено слежение на 2 последовательно соединенных истоково-повторителях, каждый из которых имеет коэффициент передачи 0,9. То есть у тебя на стоке 0,8 коэффициент передачи, и результирующая емкость входная твоего фонокорректора 3 пикофарады. Но, ребята, теперь смотрим дальше. 3-й пункт. В данном случае 3-й пункт самый интересный. Смотрите. Я даже открою лучше, наверное, просто схему. О, смотрите. C9 10 миллифарад. Это 10 тысяч микрофарад. Ну, я не буду, как говорится, заостряться на том, что это стопроцентный электролит,
а не пленочный и не, тем более, не керамический. Это сугубо неполярный электролит. Две важных характеристики. Во-первых, электролит, во-вторых, неполярный. Электролит сам по себе в цепи прохождения звукового сигнала это плохо. А тут еще и неполярный. А теперь, ребята, давайте посмотрим вот такую хитрую характеристику этого неполярного электролита. Запомнили там 10 тысяч микрофарад? Так вот, неполярных электролитов на 10 тысяч микрофарад нету даже у такой супер аудиофильской фирмы, как Ничикон. Смотрите, что у нее есть. У нее максимум, что есть, это 6800 микрофарад. И для нас в данном случае, ну, на минимальное напряжение 6,3 вольта, сейчас посмотрим. И потому что на 10 вольт уже даже и 6800 нет, а только 4700. Так смотрите, что у нас хитрость какая. Что у нас этот конденсатор на 6800 микрофарад, неполярный, да, имеет диаметр 18 мм и высоту 35,5 мм, 36. Так? Догадались, к чему я клоню? Давайте тут почитаем. Я указываю и утверждаю, что такой конденсатор не влезет не то что ни в один тонарм, а даже и в подвал тонарма не влезет. То есть даже коню понятно, что к 3 пикам входной емкости собственно схемы печатной платы моносилита надо добавить как минимум емкость внутри тонарного шнурка на 13 пик. А в связи с тем, что у нас не влезет не только в тонарм, а и в подвал тонарма не влезет, но нам надо еще какой-то шнурок между подвалом, выходом с тонарма и том местом, куда придет внутри, скажем, крепеж нашего фонокорректора. Это еще как минимум 20 пик шнурка от подвала тонарма до входа фонокорректора. Если он, конечно, влезет, но вряд ли, внутрь вашего корпуса вертушки. А если не влезет, что наиболее вероятно, то это еще пикофарад 50, как минимум, для наружного расположения фонокорректора. И что же мы в итоге получаем? 3 пики схемы, плюс 13 пик внутри тонарма, плюс 20 пик внутри, собственно, корпуса вертушки. Как минимум 36 пикофарад, ребята, а не 3. А для наиболее вероятного варианта расположения такой здоровенной дылды получится 86 пик. Так что никакой пиковой дамы с емкостью 1,2 пикофарада, как вот тут вот нам пел товарищ Жуковский, и в помине ни у кого никогда не получится. Надеюсь, это понятно даже домохозяйкам. Ну и, наконец, 4. Он, пожалуй, даже самый неприятный пункт моих претензий к фонокорректору Monolith. Давайте я вам сначала прочитаю, а потом покажу на схеме. Цитирую. Твой дозорный J2 типа MMBF 4392 имеет напряжение отсечки от 2 до 5 вольт. Примем среднее какое-то, 3,5 вольта. И вычтем хотя бы 1 вольт на то,
что он все же в активном режиме, а не в насыщении отсечки. И получим на его стоке, то есть стоке входного U1 GFE 2140, всего 2,5 вольта. А теперь погляди на кривизну вольтамперной характеристики GFE 2140 при таком малом напряжении сток и сток. Это фигура 6.5 даташита. И оцени перегрузочную способность своего входного каскада. И заметь, что даже 200 дБ петлевого ни на йоту этого напряжения не улучшит. А любая царапинка на пластинке будет пипец как доставать уши слухачителей. Теперь давайте глянем на схему и разберем, что же я вам рассказал. Смотрите. Во-первых, вот наши два основных усилительных транзистора. Их затворы, что этот, по постоянке привязаны к нулю постоянки. А вот это VA+, это плюс 15 вольт. Ну, это питание, в том числе и операционника. Что это значит? Что между вот этим 1 нулем вольта по постоянке и вот этими вот обычно 15 вольтами у нас расположено два последовательных усилительных транзистора. U1, G2. Ну или U2, G1. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы эти транзисторы нормально усиливали свой сигнал, напряжение между стоком и стоком, вот здесь вот это и вот это, должно быть не слишком маленьким и не слишком большим, а где-то лучше всего посерединке между вот этими 15 вольтами и вот этим 0 вольтом. А что же у нас на самом деле получается? У нас получается, что вот этот вот транзистор J2 съедает у этого транзистора почти все напряжение питания. У него вот тут вот получается около 2 вольт всего-навсего. 2-2,5 вольта напряжение на стоке входных транзисторов. Как вы думаете, они будут хорошо усиливать? Давайте посмотрим. У нас же есть даташиты. Давайте посмотрим. Вот. Видите? При напряжении 2,5 вольта вот кривулька вольтамперной характеристики достаточно резко, нелинейно. И если сделать еще меньше, то будет вообще кривулька, падающая, не усилительная, а падающая. А что такое, ребята, малое напряжение на стоке? Это перегрузочная способность, ребята. Если у нас придет, не дай бог, сюда вот царапинка на грампластинке, а амплитуда сигнала царапинки в десятки раз превышают номинальный уровень 5 милливольт. Тут будет 50 милливольт. Или даже полвольта. Это значит, что вот этот вот транзисторчик у нас просто закроется в насыщение. И вся наша красивая петля обратной связи до момента восстановления нормального усиления этим транзистором, она будет разорвана. Если разорвана петля ООС, то никакого уменьшения, улучшения, искажений и так далее не происходит. Происходит тупой клиппинг. В большинстве даже не этих, даже не в большинстве транзисторных схем, даже не этой, у которой тут 2 вольта, а даже тех, у которых тут 5 вольт. Так вот, в большинстве схем транзисторных усилителей этот клиппинг как раз и влияет, клиппинг я имею в виду от царапины,
влияет на негативное отношение слухачей к таким усилителям. Потому что у ламповых схем, когда у них здесь вот вместо 15 вольт там 100 вольт или 150, у них этого ограничения не происходит. И пофиг то, что ламповые схемы там больше шумят или больше коэффициент нелинейных искажений там у них под 0,5%, скажем, а не миллионные доли, как у транзисторного вот этого. Значит, ламповые схемы звучат лучше, потому что у них в момент прихода щелчка ограничения не наступает. А тут, ребята, у нас специально вот этим вот дополнительным каскадом, ну, каскоды тут точно так же работают, кстати. Вот. Значит, если бы это была схема каскода, то есть вот тут вот мы не привязывали это дело к затвору, и только вот эту точечку убрать, то у нас получится, значит, каскод. Так вот, каскод тоже съедает. Чем плох каскод для входа фонокорректора, то что каскод тоже съедает перегрузочную способность за счет того, что он съедает как минимум половину, а в данном случае гораздо больше, чем половина. Там 2 вольта, а тут 15. Ну, 90% он съедает. Так, с вот этими резисторами. Значит, и получается, что нету перегрузочной способности, и нам глубокая петля обратной связи до лампочки. Она не работает. Ну, более того, еще, как говорится, да, даже если у нас не слежение, вот эти два транзистора выполняют, а сугубо был бы этот самый каскод, каскод снижает тоже входную емкость Миллера, вот, но она тут до лампочки. Почему? Потому что когда у нас есть общая обратная связь, как и в этой схеме, и в моей схеме, выход фонокорректора через вот эту вот цепочечку приходит на затвор правого транзистора, второго дифкаскада. А что такое глубокая обратная связь в первом каскаде? Это значит, что эффективное напряжение на стоках этих транзисторов в коэффициент усиления вот всей этой цепочки раз меньше, чем когда обратной связи нету. То есть, другими словами, здесь и здесь у нас земля по переменке. В реальном значит, фонокорректоре с глубокой обратной связью потенциал работающей схемы по переменному напряжению вот на стоке здесь и на стоке здесь, он практически равен нулю по переменке. Это значит, что у нас емкости Миллера нету. И компенсировать ее дополнительным каскадом значит, каскода, дополнительным каскодом никакого смысла нету. Каскод только съест перегрузочную способность, и все. Ну вот, практически все, что я вам хотел рассказать, ребята. Значит, делайте выводы сами. Кто захочет ознакомиться подробнее, может здесь вот почитать у меня прямо сейчас с экрана вот это все, да. А те, кто хотят с иллюстрацией, то заходите вот по этому адресу на мой Patreon, в бесплатную абсолютную его часть, и читайте тот же самый текст в подробностях. И смотрите, тут десяток у меня иллюстраций. Вот это и поехали. Все то, о чем я вам рассказывал, здесь есть.
Вот этот последний, значит, здесь скриншот. Что это такое? Это, ребята, значит, я привел скриншот моего сообщения вот в этом вот форуме LD Sound. Оно имело номер 2991. Так вот, модераторы этого форума даже вот такую безвинную и даже информационно полезную, значит, мою мисагу просто удалили. Тут нету, я тут никого не ругаю, ни мата, ничего нету. А ребята просто, то самое, как говорится, взяли и удалили мою мисагу. Так спрашивается вопрос, нахрена мне такие форумы, где я трачу свое время, привожу какие-то свои аргументы и иллюстрации, а потом их берут ребята и грохают. Мне это интересно? Наверное, нет. Поэтому, ребята, я вам говорю адьос, амигос. И кто хочет общаться со мной, заходите лучше вы ко мне на Patreon, чем буду я тратить время впустую у вас. Ну вот, все, ребята. На сегодня, наверное, все. Спасибо за внимание. Всегда ваш Николай Сухов.